Ну вот я и добралась до вожделенного озера Дарпир. Добиралась сюда 12 дней, правда, пару дней из-за непогоды не шла. Где-то прошла, если не считать вторые ходки, где-то 50 километров Волока и 25 километров по озерам. Но так как шла в две ходки, еще радиальные выходы делала, то 100 километров пешком точно намотала. Дарпир – это по-ивенски изгородь, загородка. Раньше здесь пасли оленей, я, в принципе, встречала здесь старые остатки остовов, чумов, колдунов. Раньше здесь кочевали оленеводы, сейчас их нету. А изгородь они строили здесь, чтобы олени не уходили в те долины, в какие-то узкие ущелья, куда не нужно, чтобы они уходили. И вот здесь, видимо, вот такое хорошее место, чтобы построить изгородь и спокойно пасти оленей. А добиралась я, стартовала от озера Малык, и вот по озеру Малык и Мамонтай у меня получилось где-то, наверное, 25 километров спокойной гребли. Да и то против ветра кое-где было. Сейчас здесь, наверное, уже пойду низом, вот до того мыска дойду, там соберу лодочку и дальше вплавь. Вот я в южного берега озера Малый Дарпир. И теперь мне только, надеюсь, вплавь. И дальше сплав по Дарпир-Сиену, Дарпир-Юряху и до Рассохи. Ну и дальше. Остатки наледи тут сохранились. На подходах здесь такое поле известное, заболоченное. Видно, здесь тоже лежала наледь когда-то. Буду собираться в такой безлесной зоне, поляне. Ну вот, я начала сплав по ручью, который впадает в озеро Малый Дарпир. Не знаю, докуда я тут дойду. Ну, устье рядом. Не знаю, будет ли мелко. А может и пройду. А в устье надо будет половить себе на обед рыбки. Вроде пока ничего. Устье, как и следовало ожидать, мелкое. Ну ничего. Я уже тут. Красота, горки как на параде. Ветер попутный. Солнце греет. Красота. До конца озера Малый Дарпир, здесь километра 4-5 всего. Восточный край озера Дарпир окаймляют горы Амулевского Среднегорья. Их высота где-то 1500 метров, но самая вот высокая вершинка это 1873 метра. А высота над уровнем моря, вот на озере Дарпир, это 823 метра. Поэтому здесь превышение гор где-то километр. Здесь на берегу озера сохранились домики старой метеостанции. Вот я сейчас к ним хочу подойти, посмотреть, что там. Еще видно следы людей. Сюда все-таки можно доехать на вездеходе каком-нибудь. Бывают люди, значит. А вот такая унылая картина немножко. Все тут голо. На вертолет может сесть, если что. И дорожка сюда подходит. Вездеходная, по крайней мере, здесь она вот уже читается. На тундре. Так, посмотрим. Что тут есть? Жилое. Ой. Не, ничего тут хорошего. Зато сколько книжек. Ничего себе!
Ничего, целая библиотека. А я всего одну книжку с того уголка взяла. Вот в этом строении, может, что-то сохранилось. Вот. Это баня. Фу! Классная какая. Ну, вполне, наверное, можно париться. Ну, я себе баньку у костра устрою здесь. Какие опасности подстерегает человек в тайге? Я вот так устала. Есть очень хочу. И решила прямо здесь костерок сделать. Ну, недалеко от метеостанции, на берегу, где я причалила. И что бы вы думали? На что я села? Села я немножко вот на такую штуку. Ну, хорошо, что я сразу это почувствовала. И хорошо сапог не пропорол. Что это такое? Вообще, вот такие крючки тут с двух сторон. А так, тут, конечно, на берегу всякие железки. Но уж больно есть хочется, поэтому я остановилась. Только позже я узнала, что это вешало для рыбы, для сушки рыбы. Уже солнышко к закату идет. Хорошо освещает горки. А я отправляюсь на протоку к озеру Большой Дарпир. Протока между озерами вполне полноводная. Хорошо здесь идется. Даже водоросли есть. Ха. Вот такой тут пейзаж. Ну вот, первое препятствие. Ну ничего. Вторая протока тоже забита. Ничего. Это всего один завал, а не 33. Ну и вот впереди уже видно, расширяется долина. Там озеро. Сейчас подойду к озеру Большой Дарпир. Тут раньше наледь была большая, сейчас тут остатки. Это я по описанию знаю, что была наледь, а сейчас лето теплое, все тает. Под водой наконец увидела, мелькнул хариус. И я сразу сделала заброс, и на первый же заброс, как обычно, вот здесь вот просто. Вон сзади наледь осталась. Все, ужин обеспечен, но сейчас еще одного попробую. Сорвался. Дальше. Опа, есть. Есть. Давай. Ох, крути. Да, они тут. Ого. Ого. Во какой. Ха. Красавец. Такой вот 800 граммов есть. Может, килограмм даже. Вечернее освещение начинается красивое. Ох.
Ну вот в завал только не попасть, не в завал, в бревно. А то так залюбуешься. Ну уж больно красиво. Особенно, когда знаешь, что впереди уха. А то что-то давно у меня рыбы не было. Ой, и освещение такое. Все классно. На озере Большой Дарпир. Ветер встречный. Солнце уже садится. Я вылезла на берег. И сразу что увидела? Чайник. Вот это остатки. Может, оленеводов. Скорее. А здесь можно где-то встать. Берег не очень гостеприимный, но ничего. Сейчас уже поздно плыть дальше. Сейчас, наверное, под вечер стихнет. Не, хороший берег. И как раз между двумя этими лиственницами моя палаточка как раз станет. Палаточка уже стоит. Машка костра отгоняется. Все отлично. Почти готово. Уха не отменяет законную порцию каши. С утра горы выглядят совсем по-другому. 7:30. Поднимается ветерок. В дальний конец озера мне сейчас плыть. Похоже, это нанесло дым от пожаров. И даже запах характерный. Гари. Ну хорошо, штиль. Иду достаточно быстро. Вон уже показался дальний край. Вот в этот проем уходит вода озера. Дарпир-Сиен вытекает речка из озера Дарпир. Я вдоль бережка иду. Горы с левой части озера и справа, с запада, с востока. Это все горные хребты, горные отроги хребта Черского. Амулевское Среднегорье и хребет Улахан-Чистай. Дымка в воздухе висит капитальная. Приблизилась я к сопочкам, что подступают
прям к воде. Вот уже дальний конец озера. В 40-х годах вот здесь, недалеко в окрестностях, в истоках реки Дарпир, были обнаружены залежи касситерита, оловянной руды. И здесь шла добыча, но это был район очень тяжело доступный. Хотя сюда, здесь был аэродром, где-то летали самолеты сюда. А вот и речка Дарпир-Сиен, что вытекает из озера Дарпир. Все, теперь буду плыть по течению. Течение хорошее у речки. Течение классное. И виды потрясающие. Проносится мимо просто временами. Да, однако разбоя русла никто не отменял. Вот тут оно растекается на кучу мелководных проток. Не удержалась, остановилась на обед чуть раньше, в этом удивительном месте, на речке Дарпир-Сиен. Я уже люблю эту речку. Какая здесь красота. Она течет без всяких каменных горок, очень приятная река. Я думаю, хариусы еще будут, пока у меня есть запас. Но сейчас солнышко выглянет, и все это великолепие осветит. Да, горы немножко в дымке такой. Дымные дымки. На берега здесь чудесные. Так, голубейку посмотрю. Вот уж грибы тут везде растут. Скоро листики толокнянки совсем будут красные, яркие, красивые. Сейчас только начинают краснеть. Вот это лиственничные маслятки. Семейками растут. Ну и, конечно, голубика необходимый ингредиент, витамин в питании путешественника. Вот. На второе будет печеный хариус. И можно ловить следующих. Я его пеку на иве, потому что если на лиственнице смолисто очень будет. На ольхе или на иве хорошо. Здесь есть такие дрова, плавник. Какой там на склоне камень. На разброс русла, вот мели неизбежно, приходится вылезать. Протаскиваю немножко лодку. А тут сейчас уже можно будет уже снова плыть скоро. Новые там синие дали открылись.
такое течение, казалось бы, а тут сейчас подо мной такая рыба промелькнула. Сейчас попробую вот тут половить. Хариус, наверное. Лебеди. То бежала речка, то вот такой разлив и тишь. Тиши. И снова речка вошла в одно русло. Побежала. Построилась по камушкам. Минуты счастья. Можно просто плыть и вообще даже, ну, чуть-чуть там веслом подправлять где-то. И любоваться красотами, отдыхать. Вот просто ради таких моментов и стоит ходить в путешествия. Берег размывается. Палочкой просто прощупываю, нет ли дырок. Воды что-то налило, но вроде дырок нету. Заплатки вроде держатся. Не, нормально. Такие на течении коварные штуки, ну, легко обходятся. Здесь просто причалила, решила провериться. Вода в лодке. Тут у меня скоро уже слева должен впасть Дарпир Юрях. Или наша речка в нее должна впасть.
первого заброса. Не со второго. Потом не берет. Падение Дарпир Юряха. О. И дальше река, по-моему, все-таки называется как раз Дарпир Юрях. У него больше расход воды, чем у Дарпир Сиена, по которому я сейчас сплавлялась. Озеро Дарпир. Сейчас вот за этой сопочкой начинается наледь. И там, наверное, будут разбои русла, а может вообще вода пропадет где-то. Так что надо вставать на первом же хорошем месте. Нашла местечко. Мерещится медведи. Вот смотри, что там. Нет, это корявый. Вот такой чудесный тут бережок. Вот моя стоянка на коренном берегу, в правом, недалеко от наледи. Вечером вчера налетела гроза, ветрюга страшный, дождь, гром грохотал. И так периодически ночью шел дождик. Сейчас с утра уже поднимаются облака, то прям совсем даже и солнышко не проглядывало. А сейчас уже вполне вон кусочки голубого неба. Вот, но я хочу здесь сделать дневку, отдохнуть, потом уже продолжить сплав. Вода за ночь не прибыла, галечки открыты, так что все в порядке. Это не паводковый ливень был. Мне осталось сплавиться вот здесь по Дарпир Юряху и дальше по Улахан-Нагайну до впадения, до места, где слияниями двух рек образуется рассоха. Остается порядка 60 километров. Потом где-то 250 километров сплав по рассохе. И дальше около где-то 85-90 по Ясачной до Колымы, до впадения в Колыму, где уже находится поселок Зырянка. Итого в общей сложности где-то 400 километров осталось мне сплава. Вот, сегодня 11 августа, теплеет, лето продолжается. Думаю, все будет нормально. В моем уловешнике вот тут вот с первого же заброса берет вот такой товарный вполне. О, хариус.
Ну вот, все готово для копчения печенья. Сейчас вот я специально насобирала дрова из ивы и ольхи. Немного ухи из головы, из голов и хвостов сделаю, а остальное запеку. Все, готово. А погодка тем временем распогодилась. Спальники просохли. Облачка еще есть, но уже все нормально. Мясо нежнейшее. Вот когда уху варишь, оно более жесткое получается, даже если немного варишь. А вот которое печеное, это просто во рту тает. О, чаек закипает, он завершит обеденную программу. Пожалуй, я не удержусь и съем и второго хариуса. Если есть на свете счастье, то оно здесь и сейчас. Блаженство. Мы в лесу живем не хуже, умываемся из лужи. Полотенцем нам портянка служит, да-да. Еще даже полкотелка осталось, на голову много ли надо. Хочу подняться вот на эту сопочку, чтобы обозреть окрестности и путь вперед. Горки здесь такие вот осыпные, скалы разрушающиеся стоят. Горка невысокая, 200 метров примерно мне надо набрать высоты. Со склона уже какой вид открылся на долину речки моей Дарпир, Юряха. И вот здесь где-то стоит мой лагерь. Ну и как обычно, рано или поздно попадаешь на тропу, вот след горных баранов. Она тут идет тоже наверх. Ну вот я, похоже, вылезла на вершину. Неожиданно. Думала еще подниматься. Меньше часа от лагеря шла. О, виды. Виды вперед открываются. О, вон она, наледь. Вот там мне придется потаскаться. Наледь растаяла, но в ее на ложе наледи, в долине в этой очень много проток, значит, будет мелкота. Ну ничего, пройдем. Какие-то все-таки выраженные протоки есть, а вон там дальше и лед еще не растаял. Вон он. Поднимаюсь на, собственно, высшую точку. Вот. О!
Весь мир на ладони. Ой. Так. Ну что, нормально. А на горизонте синеет далекий Момский хребет, который я буду пересекать по реке Рассохи. О, внизу на камне вдруг заметила такой геодезический пункт. Охраняется государством 1989, что ли. Вот интересно, в таком месте. Вот на камушке такой столбик. Вот. Ложа реки. Ну а чуть дальше там течет. А вот и сфинкс, который охраняет табличку. Но тут недалеко. С утра перед отплытием решил сделать заброс, и опять в моей кормовой яме вот взял хариус вот здесь вот. Сейчас вот не будет хороших ямок, потому что там разлив мелко. Разлив наледи впереди, поэтому я себе обед обеспечила заранее. Ну вот речка снова несет меня вперед. Вот она, моя сопочка, на которой я вчера поднималась. Снова пришла вот такая дымная облачность. Натянула вечером. Такая вот переменная погода. То солнце, то дымка. Вот такие дымные облака. Такой длинный перекат. Но на самом деле первую часть наледи прошла, не вылезая. Так что не все так плохо. Вот я и приблизилась к остаткам наледи, которая здесь еще в конце наледной этой поляны, которая на 8 километров протянулась. Еще здесь не растаял лед. Вот такая наледь. Не очень толстая. Все, речка собралась за наледью в одно русло и побежала, поструилась.
Впереди показалась скала. Где-то вот напротив нее впадает слева Николай Юрях, ручей. Сейчас Хариус прям выпрыгнул. И там за ним, по описанию, цепь Шевер 3 километра. Хочу ее пройти, потом уже встать на обед. Вот он, распадок Николая Юряха. Вот его устье. Под скалу я не пошла, что-то мне не понравилось. Сейчас я здесь проведу лодочку. И в этой струе пойду дальше. А то там неприятно, под скалу бьет. Шевера за ручьем пока не представляет никакой сложности. Я даже гидроштаны не надела. Пока нормально. Валы легко обходятся. На скалах, как это часто бывает, гнездятся, вон кричат сокола-сапсаны. Какая складчатость интересная. Шеверы пройдены, пора и пообедать. Ой, сильное задымление, вообще уже видимости нет. Ну, правда, здесь уже я из гор вышла временно. Вот. Ну, хватит. Как-то незаметно среди проток голых я впала в Улахан-Нагаин. И вот, наконец, русло слилось почти в одно и пошло под коренным берегом. Уже пора мне вставать, но вот здесь такие места, что справа крутой обрыв, слева вот такие голые, замытые галечники с совняком таким, совершенно непригодным для стоянки. Но надеюсь, там сейчас дальше будет поположе вдоль этой горочки. И там я где-то должна уже вставать на ночевку. Да, уже закат такой зловещий, красное солнце, дымка, дождик начинается. Я все не могу найти место, где остановиться. Нельзя останавливаться на низком берегу, потому что может затопить, если начнется паводок. Да, это не луна.
Это солнышко. И где будет мой бережок, не знаю. На таком, может, тоже и можно, но как-то опасаюсь я паводка. Вчера пришлось идти допоздна, пока нашла вот это место. Первый берег, где есть лес, лиственницы. И это не коренной берег. Я нахожусь сейчас на острове среди проток. Но, по крайней мере, здесь мощные лиственницы. Дождь уже пошел вечером. И я встала где-то в сумерках уже. Я прошла километров, наверное, 25, не находя места нормального. Шла 2,5 часа. Скорость течения очень быстрая. Вчера среди проток я не заметила, где я впала в реку Улахан-Нагаян. И сейчас я вообще подозреваю, что, возможно, уже слились две реки Улахан-Нагаян и Серичен. И вот это уже рассоха. Сейчас буду определяться. Вот, там уже более высокие горы начинаются, но они пока скрыты облачностью. Холодно было утром, я думаю, ну, +2, +3, и решила сегодня не идти никуда, переждать, но вода не поднимается, все нормально, несмотря на то, что шли дожди. Река Рассоха начинается после слияния Сумуна и Улахан-Нагаяна. Я говорила, Серичен — это приток Рассохи, он дальше будет. Вчера, конечно, вечером было очень страшно, ну, протоки, ивы, замытые какие-то берега, совершенно нежилые, для стоянок опасные даже. И в одном месте, река все время уходит от коренных берегов, она где-то посередине течет, и в одном месте она подошла к сопке, но она крутая, хоть склон и порос лесом, но я все равно старалась там, вышла, пыталась найти место, какое там, крутой склон, все вот такое вот. И в одном месте туда уходила протока вдоль крутого вот этого склона. И хотя она была маловодная, я в нее вошла, думаю, сейчас я найду место. А протока снова начала делиться, завела меня в какие-то дебри. Я поняла, что нет, бог с ним, с коренным берегом, надо возвращаться. Против течения вытаскивала лодку, выходила на основную протоку снова, чтобы, ну, плыть дальше, чтобы не заплутать вообще в каких-то маленьких протоках, не зайти в какие-то завалы. В общем, приключения были. Но сейчас все нормально, я уже расслабилась. Место это вовремя все-таки нашла, еще не совсем стемнело. Вчера вот здесь вот костер разводила, потому что в другую сторону был ветер.